Иногда, просматривая ленту в каких-либо социальных сетях, возможно, вы замечали сборки ПК и кастомные клавиатуры у некоторых людей. Сегодня мы разберемся в том, как устроены клавиатуры и из чего они состоят. Но перед тем, как мы начнем, я хочу вас попросить поставить лайк под этим видео и подписаться на канал, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о выпуске следующих видео. Начнем с того, что в первую очередь вам следует ознакомиться с терминами. Свечи — это переключатели в механических клавиатурах, а также они разделяются на несколько видов, таких как линейные переключатели, в которых на пути хода клавиши нет срабатывания, создающие тактильный отклик. Тактильные переключатели с срабатыванием по пути хода клавиши, обеспечивающие подтверждение каждого нажатия. Кликающие переключатели со значительно улучшенным звуковым и тактильным откликом при каждом нажатии. Стабы, или также известные как стабилизаторы. Из их названия в принципе понятно, что они делают. Hot Swap — возможность заменить свечи без спайки. Кейкапы — крышечки на свечах. PCB — плата клавиатуры. Кейс — корпус клавиатуры. Клавиатура базируется на определенных свечах, они бывают разных типов, например, таких как механические и оптические. У Каилов можно рассматривать модели Kail Box и Kail Optical. Из премиальных свечей могу порекомендовать Holy Pandas от Glorious, The Rock Koala, Everglide Oreo. Стабилизаторы делятся на Costar и Plate Mount. Plate Mount намного удобнее, так как нет ушек со скобкой у длинных клавиш и лучше звучат, а также более хорошо выполняют свою функцию. Рекомендую GMK и Everglide PCB стабилизаторы. У клавиатуры есть свои форм-факторы. TKL без цифрового блока. 75% клавиатуры отсутствуют незначительные клавиши и нет разделения на два блока. 60%. Все, что правее Enter, отсутствует, а также отсутствуют F-ки. Еще существуют 40% клавиатуры, а также еще более меньшие модели. При выборе кейкапов нужно учитывать, какие используются при создании кейкапов технологии, а именно нанесение краски — самый ненадежный вариант. Гравировка лазером — надежность на уровне нанесения краски. Даблшот — поверх одного слоя пластика наносится еще один, довольно надежный и недорогой вариант. Сублимация — краска пропитывается в пластик, возможно нанесение рисунка на кейкап, надежность как у даблшот. PBT — самый лучший тип кейкапов, почти не изнашивается, делает звук более глухим и приятным. Механические клавиатуры также можно доработать с помощью смазки, например, Crytex 205 для стабилизаторов и Crytex 105 для свечей. Проложить свич-фильмы, которые улучшают акустическое звучание клавиатуры. Проложить шумку, чтобы не было гула при нажатии. Заменить свечи на, допустим, Drop Koala и стабы на Everglide. Если же вы делаете кастомную клавиатуру, то без плейта и кейса вам не обойтись. При выборе плейта внимательно проверяйте, точно ли он подойдет к вашей клавиатуре. Лучший материал для выбора плейта — латунный. При выборе кейса нужно посмотреть, точно ли он совпадает с вашим PCB, а также на материал. Дешевые кейсы делаются из пластика, и это может быть полезным, если вы часто куда-то ездите, где вам нужна ваша клавиатура, так как вес значительно меньше, чем у алюминиевого кейса. В основном пластиковые кейсы делаются из АБС пластика, но также они могут делаться из поликарбонатов. Пластик, который более надежный, делает звук борта приглушенным. Если же вы хотите уникальный борт, то вам стоит обратить внимание на кейсы из акрила и из дерева. На этом моменте видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр.